Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим этому понедельнику, 29 ноября. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать сегодня, что нельзя делать, а также какие нужно практики провести для того, чтобы эта неделя прошла у вас удачно, успешно и благополучно. Более подробно далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, сегодня у нас с вами понедельник, 29 ноября, буквально через пару дней у нас уже наступит 1 декабря, а там и закончится коридор затмений, и это очень здорово. Но именно сегодня, 29 ноября, мы с вами будем воздерживаться от важных мероприятий. Почему? Дело в том, что энергии этого дня находятся в разрушении. Поэтому посвятите этот день повседневным делам, планированию и приятным встречам. Также сегодняшний день не годится для открытия бизнеса, для важных каких-то контрактов, переезда, путешествий, также начала диеты и свадебной церемонии. Удачные часы будут у нас с вами с 12 часов 30 минут до 13 часов 10 минут. В это время нейтрализуются плохие влияния, наполняя нашу жизнь положительной энергией. Сегодняшний день не подходит для активности рожденных в год свиньи. Как мы уже говорили, сегодня воздержитесь от каких-либо мероприятий, потому что уделите сегодняшнему дню больше в гармонии, в покое. Уединяйтесь, если есть такое время, возможность, поразмышляйте о жизни и постарайтесь в этот день отдохнуть. Подумайте о своей жизни, подведите итоги этого месяца. И сегодня, 29 ноября, усиливается интуиция. Этот день тесно связан с работой нашей психики и подсознания. Поэтому гармония и спокойствие помогут вам сегодня избежать стресса. Символ этого дня – черепаха, которая говорит нам о том, что лучше в этот день быть медлительным, пассивным, двигаться не спеша, никуда не спешить, потому что, кроме того, понедельник, он сам по себе несет энергетику первого рабочего дня, в этот день всегда тяжело, и кроме того, по лунному календарю у нас с вами черепаха, поэтому сегодня все делаем без суеты, без спешки. Для начала нужно тщательно обдумывать все свои действия. В поисках гармонии благоприятно сегодня находиться на природе, купаться в водоемах. Да, кто-то скажет, сегодня холодно, но, возможно, вы морж и сможете себе этого позволить. Также сегодня нужно больше отдыхать и думать, быть наедине с собой. Этот день может посылать вам определенные знаки, к которым стоит обязательно прислушаться. Также сегодня смело вы можете довериться своей интуиции, но обращаем ваше внимание, что сегодняшний день не предназначен для поездок, путешествий, активностей и общения. Сегодня Марс, планета активностей и действий, обращаем ваше внимание, делает гармоничный аспект к планете Нептун. И этот аспект неожиданно для вас поможет вам оказаться и в нужное время, и в нужном месте. А возможно, еще принесет озарение для решения каких-то трудных задач или быстрого продвижения текущих вопросов. Сегодняшний день, 29 ноября, это все-таки время вдохновения и очень благоприятно для людей творческих профессий. Этот день хорошо посвятить практикам, медитации и визуализации того, что вы хотите видеть в своем самом ближайшем будущем. Еще один аспект сегодняшнего дня – так называемое соединение Меркурия и Солнца. Этот аспект поможет вам разрешить те вопросы, которые еще были обозначены 9 октября 2021 года, а также даст более четкое видение происходящего и поможет увидеть оптимальное решение важных задач и ясное осознание того, куда же вам двигаться дальше.
Сегодня поэтому обязательно переосмыслите свою жизнь, побудьте наедине, подумайте. Подумайте о том, чтобы вам было бы неплохо заняться духовным развитием. Сведите к минимуму сегодня общение и какие-либо социальные контакты. Обязательно будьте медлительны, вдумчивы, но в то же время не нужно лениться. Поразмышляйте о себе и о своей жизни. Также сны в эти лунные сутки могут быть как вещими, так и нет. В их толковании довериться нужно именно своей интуиции. И именно сегодня скажите обязательно следующие слова. Прощая, я отпускаю болезненные воспоминания. Прощая, я получаю прощение. Прощая, я обретаю свободу в любви. Прощение приводит меня в гармонию с собой. Прощение и освобождение – путь к счастью. И сегодня обязательно прислушивайтесь сегодня к советам, потому что они могут оказаться для вас верными и помогут вам открыть вот то новое, которое придет в самое ближайшее будущее. Но в то же время не следует отказывать себе в общении, но при этом следует соблюдать особую осторожность. Красный цвет сегодня будет подогревать, обращая ваше внимание, негативные страсти, вызывать даже раздражение и гнев. Поэтому постарайтесь сегодня не одевать вещи красного цвета. Также и не красьте губы красной помадой. Желательно сегодня и поменьше смотреться в зеркало. Если вам Если ваш дом сегодня посетили нежеланные гости, обращаем ваше внимание. Как только провели их в своем доме или это в квартире, обязательно вымойте входную дверь и пол в прихожей. Но сделайте это сразу, как только ушли ваши нежеланные гости. И в таком случае эти гости к вам больше никогда не придут. А если вы ждете приезда какого-либо человека, а он не спешит по разным причинам появляться в вашем доме, то именно сегодня, 29 ноября, воткните сверху в ручку метлы или веника булавку. И поставьте эту вещь у входной двери. Эта простая практика заставит запоздавшего поторопиться к вам. Если в этот день, 29 ноября, дует сильный ветер, то наши предки в этот день старались не выходить из дома для того, чтобы ветер не надул никакие болезни. Также обращаю ваше внимание, что сегодня, 29 ноября, ни в коем случае нельзя выходить из дома в вывернутой одежде, иначе весь день будет неудачным для вас. И нельзя в этот день свистеть дома. Таким образом, проводя вот так называемую практику свистеть, вы приглашаете нечистую силу, негатив в свою жизнь. А если вы сегодня сядете на обеденный стол, не за, а на именно, то у кого-то из членов вашей семьи случится большая беда в самое ближайшее время. Сегодня также ходить в одном носке, тапке или чулке и искать при этом другой, знаете, это также к плохим новостям и вообще к плохому чему-либо. Сегодня ни в коем случае не разговаривайте с людьми через порог, иначе вы рискуете с этими именно людьми и поссориться. Как мы уже говорили, не разрешается сегодня, 29 ноября, смотреть на себя подолгу в зеркало и надевать красные вещи, потому что и то, и другое сулит в будущем как минимум любовное разочарование. Сегодня прислушайтесь к советам только самых близких родственников и любимых вам людей, потому что другие люди в этот день могут вас и обмануть, сказать неверную какую-то информацию, которая в самом ближайшем будущем обернется для вас не в вашу пользу. Сегодня не рекомендуется совершать покупки, и прежде всего это касается одежды, потому что считается, что любые вещи, приобретенные в этот день, принесут в ваш дом ссоры и беспорядок. Потому лучше воздержаться сегодня от шопинга и вообще отложить какие-либо покупки сегодня на другой день. Особое внимание уделите своим мыслям.
И нужно вам сегодня постараться избавиться от такого чувства, как ревность, зависть и скупость. Потому что любое злодеяние, совершенное в этот день, обернется для вас же неприятностями и также для ваших членов семьи. Также сегодня, как мы и обещали в начале видео, 29 ноября у нас понедельник, а именно сегодня мы с вами можем заложить удачную неделю. Поэтому для привлечения удачи, благополучия, для того, чтобы все ваши дела делались успешно, хорошо, и с вами всегда была удача, вам отлично подойдет следующая данная практика. Итак, сегодня у нас с вами понедельник. В любое время умойтесь водой. А когда умылись водой, обязательно скажите следующие слова. Но при этом нужно стоять только на правой ноге, а сказать слова нужно следующие. Произойдет, осуществится, воплотится. И так тому и быть. Воду с лица мы не вытираем, она сама должна испариться. И ваша неделя действительно пройдет удачно и успешно. Друзья, вот такой у нас с вами будет понедельник, 29 ноября. С одной стороны, он будет необычный, волшебный. Кроме того, последняя неделя ноября. И на этой неделе у нас уже и 1 декабря. Обязательно заходите на канал Эзотерика для тебя. Друзья, у нас много полезной, важной и интересной для вас информации.